Всем привет! Представьте себе, спустя столетия поисков, археологи наконец-то наткнулись на гробницу, которая может принадлежать самой Клеопатре. Она была последней из Птолемеев, и столько легенд кружится вокруг ее судьбы, что просто уму непостижимо. Так вот, в Египте нашли место, которое может пролить свет на вековые загадки. Что же такое обнаружили ученые? В этом ролике я расскажу вам о найденных сокровищах и тайнах, связанных с последней царицей Египта. Погнали разгадывать одну из величайших загадок истории. Недавние открытия археологов могут существенно повлиять на наши представления о судьбе Клеопатры. Команда исследователей Доминиканской археологической миссии несколько лет проводит раскопки в храме Топосирис Магна, где обнаружила древние артефакты, датируемые временем правления Клеопатры, сделав тем самым сенсационное открытие. Доктор Кэтлин Мартинес выдвинула предположение, что именно в этом храме находятся останки Антония и Клеопатры. Топосирис Магна был посвящен богам Исиде и Осирису, которых Клеопатра и Антоний стали своими воплощениями. Храм расположен всего в 28 милях от Александрии, что делает версию о захоронении здесь царицы и полководца весьма вероятной. Кроме того, Плутарх упоминал Топосирис Магна в своих трудах, описывая его как впечатляющее святилище, где проводились важные ритуалы в честь египетских божеств. Римский историк Страбон также отмечал, что в этом месте некогда останавливался сам Александр Македонский. Все это указывает на высокую значимость храма в ту эпоху, что усиливает вероятность нахождения здесь последнего пристанища Клеопатры. Археологическая группа обнаружила нетронутую гробницу, украшенную сусальным золотом, которую считают последним пристанищем знаменитой Клеопатры. Доктор Мартинес долгое время поддерживала гипотезу о том, что царица и ее возлюбленный покоятся под храмом Исиды и Осириса. Ученые полагают, что мавзолей пары действительно находится в этом священном месте, расположенном в королевском квартале Александрии. Во время исследований храма Мартинес и ее коллеги нашли статую, изображающую пару в объятиях, алебастровую голову, вероятно, принадлежащую царице, и 22 монеты с портретом Клеопатры. Кроме того, под святилищем Исиды была найдена керамическая маска, которая, возможно, является посмертной маской Марка Антония. В скором будущем ожидается получение дополнительных сведений о месте захоронения Клеопатры. Однако наибольший интерес вызывал саркофаг, изготовленный из цельного золота. Всего в зале гробницы находилось 5 саркофагов. Единственным общим признаком для всех них были огромные размеры, необычные для стандартных египетских сооружений такого типа. 2 других саркофага имели различную форму и были сделаны из металла, напоминающего серебро, с легким голубым оттенком. Еще 2 конструкции были выполнены из камня. Они были вырезаны из зеленого поделочного камня, сильно напоминающего уральский малахит. Оба каменных саркофага украшала замысловатая резьба. Помимо саркофагов, в зале находилась еще одна примечательная деталь – огромный черный шар с золотыми насечками, стоящий на специальной подставке. У немецких ученых возникло ощущение, что этот шар являлся главным элементом зала. Он притягивал взгляды, и, если смотреть на него дольше 10 секунд, начинались галлюцинации. Казалось, что шар медленно вращается, а в воздухе раздаются звуки, похожие на мелодию маленьких колокольчиков и клавесина. Безусловно, этот шар заслуживал тщательного изучения, но прежде следовало исследовать золотой саркофаг, ведь золото всегда остается золотом. Доминиканская экспедиция сделала ряд значительных открытий при раскопках храма Топосирис Магна. Одним из уникальных артефактов оказалась стела с иероглифическими и дематическими надписями, датированная периодом правления Птолемея V. Именно в эту эпоху был издан знаменитый Розетский камень, сыгравший ключевую роль в расшифровке древнеегипетских иероглифов благодаря трудам французского египтолога Жана Франсуа Шампольона. Археолог Кейтлин Мартинес, посвятившая многие годы поиску захоронения царицы Египта, обнаружила в некрополе останки, захороненные с отклонениями от традиционных египетских обычаев. Это стало первым случаем подобного рода для археологов. Еще одним необычным открытием стало римское военное снаряжение, датированное временем Клеопатры. Мартинес убеждена, что найденные артефакты указывают на возможное расположение могилы Клеопатры, поле Топосириса. Кончило с собой после самоубийства ее возлюбленного, римского полководца Марка Антония, который проиграл гражданскую войну Октавиану Августу. Вместе с Антонием находились преданные ему римские легионеры.
Александрия, основанная более 2000 лет назад, скрывает множество тайн. Современные радиолокационные исследования помогли выявить обширную сеть подземных коридоров и тоннелей, а также 3 возможных мавзолея. В окрестностях храма были обнаружены 27 гробниц и 10 мумий, что подтверждает теорию доктора Мартинес о том, что знать стремилась быть похороненной вблизи своих правителей. Подземные пустоты под храмом Топосирис Магна известны давно, но только в 2022 году археологам удалось найти туннель на глубине свыше 328 футов. Этот туннель, вырубленный в скале с использованием неизвестных инструментов, поражает своей точностью и сложностью исполнения. Длина туннеля составляет около 5000 футов, а высота потолка достигает 6,5 футов. Сходство с подземным ходом Евпалиноса на острове Самос, который также считается шедевром инженерной мысли, добавляет этому открытию еще больше загадочности. Египтолог Акаша Эд Дали нашел в малоизвестных средневековых источниках информацию, свидетельствующую о том, что Клеопатра была не только красивой и обворожительной женщиной, но и глубоким стратегом, философом и ученым. Ей приписывают авторство нескольких научных трудов в разных областях знания. Осенью 2023 года израильские археологи, проводившие раскопки в национальном парке Город Давида в Иерусалиме, обнаружили аметистовую печать, возраст которой насчитывает около 2000 лет. Печать украшала изображение дерева, плоды которого, согласно преданиям, использовались для создания бальзама и духов для известной царицы Клеопатры. Предполагается, что данный артефакт мог принадлежать самой Клеопатре. На печати ученые заметили гравировку с растением, напоминающим хурму. В древности оно считалось редким и дорогим, применялось для производства ароматических масел. Некоторые специалисты предполагают, что данная разновидность хурмы часто преподносилась в дар Клеопатре, из плодов которой готовили особый бальзам, придававший царице молодость и красоту. Если удастся найти этот вид хурмы и культивировать его, ученые смогут разработать средства для омоложения, что может оказать значительное влияние на будущее человечества. В процессе своей работы археологи регулярно сталкивались с сокровищами и предметами, происхождение которых казалось необъяснимым с точки зрения земных цивилизаций. Эти находки происходили в самых значимых местах древней истории – Египет, Месопотамия, Тибет. Однако то, что они обнаружили в 1944 году, исследуя ранее неизвестную гробницу, стало настоящим вызовом для официальной исторической науки. Уже первые комнаты, заполненные несметными богатствами и странными металлическими фигурами, содержали столько загадок, что их изучение могло занять десятилетия. Но самый большой сюрприз ждал их впереди. Огромный зал с колоннами, в котором не было ни одного прямого угла, буквально дышал тайнами. Эти загадки обещали не только открыть новые горизонты в науке, но и заложить основу для быстрого прогресса немецкой науки, базирующейся на новых принципах понимания человеческой природы. Саркофаг длиной 23 фута, расположенный неподалеку от входа, был изготовлен из чистого золота высочайшей пробы. Археологи, хорошо знакомые с драгоценными металлами, безошибочно определили материал с первого взгляда. Осталось только догадываться, сколько тонн весит это массивное сооружение и кто, когда и зачем решил отлить такой гигантский объект из столь ценного материала. На протяжении десятилетий египтологи охотились за бесценным сокровищем, способным изменить наше понимание династий фараонов – гробницей Клеопатры. Хотя само сокровище пока не найдено, недавнее открытие удивительной реликвии может приблизить нас к разгадке. Известный американский коллекционер, возможно, владеет ключом к таинственному захоронению. Недавно он обнаружил отлично сохранившуюся мумифицированную руку, привезенную из Египта в XVIII веке. Согласно сопровождающему документу, это рука Клеопатры VII, последней царицы фараона той исчезнувшей цивилизации. Но правда ли это? Согласно проведенному тесту ДНК, ученые выяснили, что мумифицированная рука действительно принадлежит представителю древнеегипетской знати. Принадлежит он мужчине, а не женщине. Как выяснилось в ходе расследования, неизвестному артефакту из кабинета древностей Йельского университета придумали легенду, которую поверил весь мир. Таким образом, тайна Клеопатры все еще остается неразгаданной. Немецких военных археологов, занимавшихся раскопками гробницы верховного звездного жреца в оазисе Сива, было сложно чем-то удивить. Эти ученые-разведчики, обладавшие строгой дисциплиной и аналитическим складом ума, обладали знаниями об истории цивилизации и археологии, отличающимися от тех, что преподавались в школах и университетах. По их мнению, Клеопатра была мистической жрицей, и они нашли этому доказательства.
Золотая маска, лежавшая перед саркофагом на столе из полупрозрачного мраморного материала, весила сравнительно немного, всего 29 фунтов. Позднее, когда маска перешла в руки греческих партизан, а затем англичан, ее вес был подтвержден. Высокая степень обработки и идеальная полировка маски наводили на мысль о внеземном происхождении. Исследователи также отметили необычный пол, изображающий звездное небо, который оказался динамичным. Стоило задержаться на одном месте дольше 10 секунд, тина под ногами начинала меняться. Объяснение такому явлению с позиции науки середины 20 века представлялось невозможным. Неожиданно раздался отчаянный крик. Один из немецких археологов надел золотую маску на лицо и мгновенно лишился кожи. Это выглядело так, словно невидимая сила моментально содрала кожу с головы ученого. Потрясенный и испытывающий невыносимую боль, исследователь упал на землю и потерял сознание. Его срочно эвакуировали из подземелья наружу. Для помощи оставшимся в гробнице направили 3 человек. Однако там, где кровь несчастного упала на пол, появились круглые отверстия диаметром от 1 до 2,5 дюймов, откуда начал вырываться то горячий, то ледяной ветер. Исследование отверстий оказалось невозможным из-за их малых размеров. Отныне к золотой маске относились с большим уважением. Кто больше не пытался ее примерять. Однако на поверхности земли маска, кажется, утратила свои опасные свойства. Охрана сначала проверила ее воздействие на пленного греческого подпольщика, а затем и на себе, и ничего плохого не случилось. Тем не менее, несмотря на отсутствие следов крови и органических веществ, Оскар Бах, участник экспедиции и немецкий дипломат, заметил, что маска стала ярче, а выражение лица изображенной на ней девушки изменилось, приобретя хищный и удовлетворенный вид. Клеопатра родилась в 69 году до нашей эры, а ее предполагаемая смерть произошла в 30 году нашей эры от яда змеи. Она правила Египтом 3 десятилетия, и спустя 2 тысячелетия эта женщина продолжает оставаться одной из наиболее завораживающих и таинственных личностей в мировой истории. Жизнь Клеопатры стала источником вдохновения для множества писателей и режиссеров, создавших произведения о легендарной царице. Клеопатра была высокообразованной и проницательной женщиной, обладавшей выдающимися способностями политика. Ей удавалось управлять судьбами таких великих мужчин, как Юлий Цезарь и Марк Антоний. Эпоха правления Клеопатры завершилась, когда Октавиан, позже известный как Август Цезарь, захватил Александрию. Антонию сообщили ложную информацию о том, что его любимая покончила с собой, после чего он совершил самоубийство, пронзив себя мечом. Позже выяснилось, что информация была неверной. Клеопатра похоронила своего возлюбленного и затем встретилась с победившим Октавианом. Он заключил ее под стражу, намереваясь сохранить ей жизнь. Однако Клеопатре удалось совершить самоубийство, даже находясь под охраной. До настоящего момента историки продолжают спорить о причинах ее смерти. Философ древности Плутарх полагал, что причиной стал укус змеи. Известно лишь, что согласно воле Клеопатры, ее похоронили рядом с Марком Антонием. Тем не менее, точное местоположение захоронения до недавнего времени оставалось неизвестным. Каждый любопытный артефакт способен изменить представление о прошлом, особенно если речь идет о таком объекте, как гробница Клеопатры. Пока никто точно не знает, где покоится легендарная царица, и ее захоронение до сих пор не обнаружено. Удивительно, ведь ученым удалось найти захоронения фараонов, живших задолго до Клеопатры. Несмотря на это, в поисках гробницы Клеопатры уже наблюдаются значительные успехи. Скоро ученые могут сделать важное открытие. Пока ученые продолжат поиски, я хочу вам, друзья, сделать очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. До скорой встречи.